Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание завистливому человеку. Поговорим о признаках завистливого человека и рекомендуем быть очень осторожными, если вы увидели, что рядом с вами завистливый человек. Что нужно делать для того, чтобы энергетика такого человека не разрушила вас? Друзья, далее все более подробно в этом видео. Вы знаете, часто в нашей жизни бывают такие случаи, когда мы считаем, что возле нас находится близкий друг, а на самом деле это просто завистливый человек, которому нравится находиться возле нас. Удобно наше присутствие на данном этапе в его жизни, или просто он, находясь возле нас, всеми силами старается испортить то, что мы имеем. А мы, не подозревая об этом, прислушиваемся к его советам, что хуже того, следуем им. А зависть – это очень плохое чувство, которое несет в себе достаточно сильную разрушительную энергетику. И если этот посыл, наполненный негативом, отправлен нам в определенный момент, тогда мы не готовы его отбить или наше биополе ослабло, это все может принести нам сильный вред, принеся в нашу жизнь нехорошие изменения. Было бы очень просто и безопасно сразу перестать общаться с таким человеком и пойти с ним разными жизненными дорогами, чтобы не подбирать тот негатив, который он целенаправленно постоянно нам отправляет. Но, к сожалению, так не всегда получается, ведь сразу разобраться в человеке достаточно непросто, да и часто такие люди умеют очень хорошо притворяться, чувствуя нас на энергетическом уровне и даже подпитываясь нашей энергетикой. Если вы обратите внимание на такие моменты и увидите, что они присущи кому-то из вашего окружения, держитесь от такого человека подальше. Даже если вы дружите близко и на протяжении достаточно долгих лет, ведь кроме неприятностей, это ничего не притянет в вашу жизнь. И если вы задумаетесь, то увидите, что на самом деле, когда вам нужна была настоящая помощь и поддержка, или наоборот, вам нужно было порадоваться за вас, такой человек находился постоянно где-то в сторонке. Люди, которые вам завидуют, всегда будут стараться казаться лучше вас, даже если и им очень далеко до вас, до ваших поступков, действий и достижений. Они все ваши победы будут сводить на ноль, а вот свои маленькие свершения будут выставлять на всеобщий показ, раздувать это все до крупных масштабов, постоянно подчеркивать, что бы вы так не смогли. Если вы работаете вместе, то такой человек будет всегда стараться повернуть обстоятельства так, что вы не можете справиться со своей работой, что у вас постоянные какие-то ошибки, проколы. А вот у него все идет гладко и замечательно, что он способен делать больше рабочих объемов, чем делаете вы, и так далее. Вы знаете, такие люди, они не способны сами принимать решения и совершать какие-то действия. Они полностью будут стараться скопировать вас. Это может касаться ваших привычек, вкусов и даже одежды. Будут, куда бы вы ни шли, идти за вами следом. Вы решите пойти на фитнес, и такой человек тоже пойдет туда же. Вы решите притянуть в свою жизнь что-то новое, он будет делать то же самое. В такие моменты это не только будет притягивать негатив к вам, но и мешать вам добиваться успехов в ваших новых делах, так как они своим негативом будут блокировать поступление положительных энергий в вашу жизнь. И только сплошной негатив будет вас окружать, который постоянно будет тянуть вас обратно. Люди, испытывающие зависть, будут постоянно с вами соревноваться, даже как бы выдавая это за шутку. Но на самом деле это происходит на энергетическом уровне, ведь они в эти моменты ваших побед испытывают настолько сильное чувство зависти, что не могут его контролировать и хотят доказать не вам, а самому себе, что они не хуже, но выставляют это все выгодным именно для них в свете. Они стараются выставить вас с плохой стороны перед людьми, наговаривают на вас, обсуждают, рассказывают ваши секреты, и все эти их действия происходят у вас за спиной.
Такие люди никогда не порадуются за вас, даже когда у вас произойдет какое-то приятное событие. Они скажут, что нечего тут радоваться, так как это обыденное действие и происходит у каждого второго. Сразу приведут в пример кого-то и скажут, что вам нужно стремиться к такому, а не жить, так, как живете вы. Они всегда неискренне желают счастья, поздравляют с какими-то событиями и стараются сделать это первыми, как бы стараясь показать вам, что вы имеете большое значение для них. Но на самом деле это совсем не так. Это радость, которая наиграна. Если вы посмотрите на это со стороны, то заметите, что даже по тону голоса слышно, что человек не чистосердечен. Такие люди, когда случается у вас какая-то неприятность, любят подчеркивать свою правоту и повторять: «Ну я же говорил». Хотя, возможно, по данному случаю они вообще ничего не говорили, но им просто хорошо от того, что вам плохо в этот момент. Также они всегда будут стремиться быть возле вас, и когда вам плохо, они будут радоваться, что вам плохо. Конечно, в лицо вам они этого не будут показывать, они не будут вам улыбаться в глаза, но за вашей спиной они будут счастливы, они будут довольны, и при этом ихняя радость будет настолько велика, что и на какой-то момент вы даже это сможете почувствовать. Поэтому, когда с вами рядом завистливый человек, возможно, вы его не сразу замечаете, но старайтесь как можно меньше рассказывать о своих победах, о своих достижениях, о том, что у вас получилось в жизни, потому что иногда часто бывает так, что вы дружите, общаетесь с человеком не то чтобы 1 год или десятилетиями, а вот всю вашу основную осознанную жизнь. А потом в один момент вы узнаете, что этот человек постоянно все это время вам делал не во благо, а делал все назло специально. Только он так это показывал, что казалось бы, да, что вы сами нарушали или делали. Поэтому, друзья, если что-то из этих пунктов есть у вашего близкого друга, знакомого или родственника, проделайте такое действие. Подойдите к нему и проговорите про себя такие слова: «К тебе отношусь так, как ты ко мне, и желаю тебе только того, что желаешь ты мне». Этим вы сможете вернуть весь негатив, который отправлялся вам даже на протяжении долгого времени. Вы сразу увидите разницу, как начнет меняться ваше общение. Отпустите этого человека, не жалейте о нем, ведь вы знаете, что на место всего плохого в вашей жизни обязательно придет только хорошее. Ушел неискренний человек, придет тот, кто действительно будет ценить вас, уважать вас, поддерживать вас в самые сложные моменты и радоваться всегда за вас.